Привет всем! В сегодняшнем видео поделюсь с вами тем, как я настраиваю свою камеру Canon для съемки ночных видео, какие настройки выставляю для получения наилучшего результата, выдержка, ISO, частота кадров, и это зачастую самые задаваемые вопросы на сегодняшний день. Поехали! Все, кто смотрит меня уже давно, знают, что первая моя камера была Canon 600D. После сменил ее на 80D и скажу вам, сильно большой разницы в качестве видео там нет. Но есть следящий автофокус, который сильно облегчил мне съемку вот таких вот подобных видео, а также я иногда его использую в коммерческих видео. Итак, о настройках камеры. В основном все свои видео я снимаю 25 кадров в секунду в TV стандарте PAL. Почему не NTSC? А все потому, что при съемке 24 кадра в секунду, а точнее 23976, невозможно выставить правильную выдержку. А при съемке видео 30 кадров в секунду, оно у нас вообще становится похоже на какую-то ТВ-передачу, чем на кино. К примеру, если мы берем 24 кадра в секунду, нам нужно выставить выдержку 1/48. Но на деле нам доступна 1/50 или же 1/40, что нам в общем не подходит. Почему при съемке видео так важно выставлять правильную выдержку? Если при съемке фото с короткой выдержкой вы получите четкую, не смазанную картинку, то при съемке видео вы получите с короткой выдержкой строп и мерцание искусственных источников освещения. Возможно, вы слышали о таком золотом правиле, в котором говорится то, что нужно частоту кадров умножать на 2. К примеру, берем 25 кадров в секунду, умножаем на 2 и получаем 50. То есть нам нужно будет выставить выдержку 50 или же 1/50. Таким образом вы получите то правильное размытие движения в кадре. Короче говоря, после моих очень долгих экспериментов, чтобы добиться максимально плавного киношного такого размытия движения в кадре, вам нужно снимать на фотоаппараты в 25 кадров в секунду и с выдержкой 1/50. Таким образом вы добьетесь максимально плавного движения в кадре, всех объектов, которые будут у вас двигаться, и включая ваши камеры, когда вы будете, в общем, делать панорамирование и так далее. По поводу выбора качества записи видео, если сейчас мы говорим про зеркалки Canon, то зачастую нам доступно максимальное разрешение, это Full HD. Но также 80D и у других камер нам доступно два формата, MOV и MPEG 4. Формат MOV у нас пишется с внутрикадровым сжатием ALI до 90 Мбит в секунду. MPEG 4 у нас пишется с межкадровым сжатием до 60 Мбит в секунду. Я, конечно, советую писать в MOV, но таким образом он больше занимает место, но у вас есть запас по цветокоррекции. А в отличие от MPEG 4 нам доступно 50 и 60 FPS. Таким образом вы можете сделать потом еще и замедление. Диафрагма. При недостаточной освещенности используйте только светосильные объективы, особенно если вы используете кроп-камеру. Открывайте диафрагму максимально, насколько это возможно, но также советую закрывать диафрагму до f5.6, в том случае, если вы снимаете пейзажи или же общий план. Вообще, качественный и светосильный объектив многое решает, он зачастую даже важнее самой камеры. Как я и говорил раньше, это глаза вашей камеры, поэтому вы должны очень тщательно подходить к выбору объектива. Даже если у вас самая какая-то крутая навороченная камера, плохая оптика может испортить абсолютно все, то есть вашу картинку, резкость и так далее. ISO или светочувствительность. Опять же, все-таки зависит от года выпуска вашей камеры и какую оптику вы используете. К примеру, в моей связке Canon 80D и Sigma 1835 Art я обычно придерживаюсь максимум ISO, который я выставляю, это 1600. К примеру, кадры с клуба, которые вы видели, были сняты от 650 до 1600 ISO, и при том там была абсолютная темнота, светил всего лишь один проектор, и все, никакой светомузыки абсолютно не было. И зато мы со знакомым взяли два RGB света от Yongnuo, которые нас действительно выручили. Даже тот сам строп, который вы видели в кадрах, был сделан при помощи этих вот светильников. Баланс белого. В любой ситуации старайтесь выставлять баланс белого вручную, или же, если вам недоступна тонкая настройка в кельвинах, ставьте то, что вам предлагает ваша камера. К примеру, если вы снимаете днем, выставляйте солнышко. В кельвинах это, к примеру, 5500 или 5600 кельвинов. Снимайте ночью на улице или же в помещении с использованием искусственного света, пожалуйста, вам скорее всего подойдет настройка лампы накаливания. Но также, если вы хотите это все выставить вручную, то скорее всего это примерно будет 2800 кельвинов. В идеале в сценах с сложным освещением лучше иметь уже серую карту или серую такую вот мишень для того, чтобы определить баланс белого уже в самой камере. Цветовые профили. Это также немаловажная функция, которая позволяет еще больше выжать с вашей камеры.
делая картинку более сырой для дальнейшей цветокоррекции. Я рекомендую использовать цветовые профили, такие как синий стайл, натуральный, с убранным контрастом, резкостью и насыщенностью. И также рекомендую использовать мой профиль, который я не так давно сделал. Ссылка будет в описании, и вообще про все вот эти настройки профилей, цветовые профили я делал отдельно видео. Если кому интересно, я оставлю ссылку в описании. В общем, подводим итог этого видео. Если вы еще тот, кто снимает на зеркальные фотоаппараты Canon, для улучшения качества вашего видео и, также и, конечно, фото, вам не обойтись без качественного светосильного объектива. Выставляйте максимальное качество видео, которое доступно на вашей камере. Соблюдайте золотое правило выдержки, иначе вам не добиться правильной плавности видео. Снимайте видео на максимально открытых диафрагмах, особенно если у вас кроп-камера, и вы получите красивую глубину резкости. Не задирайте сильно ISO, потому что это вам грозит получить непригодное для редактирования видео. Снимайте в пределах от 100 до 1600. Используйте цветовые профили для расширения динамического диапазона в вашем видео. Также не забывайте про свет, звук, ND-фильтры и другие мелочи, с которыми ваш фильм будет выглядеть не так, как у других. А на этом все. Если тебе понравилось данное видео или было полезным, ставим лайк, подписывайся на канал. С вами был Гений. Всем пока. Всем привет. Привет всем. К примеру, кадры с клуба были сняты от Блять, дебил. К примеру. В MPEG 4 у нас пишется. Не задирайте сильно ISO, потому что это вам грозит получить по ебалу.